Здравствуйте, дорогие мои. И вот сегодня волнительный день. Вот смотрите, я закончила сеточку, уже полностью отшила на всей блузке и на спинке тоже. И вот сейчас завершающий этап всего этого. Я начинаю убирать вот эти вот желтые нитки, которыми я приметывала свои элементы к основе. Это нужно просто ножничками аккуратно сделать и убрать все ниточки для того, чтобы полностью видеть кружево. Вот сегодня у меня исторический день. Сегодня я выпускаю свою бабочку на свободу. Сегодня должна первый раз увидеть свое кружево. Вы знаете, это всегда очень волнительно, потому что никогда не знаешь, что получится. Как-то смотрю, другие девочки работают по плану, делают схемы, рисунки, какие-то эскизы, готовятся к этому. У меня так не получается. У меня всегда это идет что-то как-то от души, и в процессе работы у меня это все несколько раз меняются, мои эскизы, мои планы, поэтому я никогда не знаю, что у меня будет в конце. У меня такой вот процесс спонтанного творчества. Мне так нравится. Я так вижу, мне так нравится. Я художник, я так вижу, как говорит моя дочка. В общем, сейчас я займусь тем, что буду вот эту вот шкурку красивую отделять от шкурки некрасивой. И потихонечку вырезать вот эти вот все ниточки. Делайте это очень аккуратненько, чтобы вы не повредили основное полотно кружевное. Ну, белую тканьку не жалко. Это такая расходник. А вот кружево свое любимое лучше поберечь. В общем, смотрите, вот это такой процесс, вот он несложный. И вот смотрите, уже видно, вот что у нас тут получилось. Ну, вот получается вот такая вот красота. Теперь нужно просто вот эту вот сеточку, блузочку очистить от вот этих вот сметочных ниток. Я стараюсь выбирать нитки, которые будут отличаться по цвету от той нити, которой вы будете работать. Тогда их легче увидеть и убрать. Теперь просто тщательно убираем все ниточки. Ну, уже даже сейчас можно видеть, насколько нежное, красивое получилось кружево. И вот вся красота готова. Ниточки я все убрала. Вот смотрите, что получилось, да. Красота. Спиночка. Давайте посмотрим спинку. Вот такая вот спинка. И вот еще я вам хочу показать, что вот эта вот сеточка, которую я делала, она не деформируется. Вот посмотрите, у нее вот ячеечки как бы не стягиваются. Вот на любом большом участке давайте посмотрим. Видите, вот она как отшита, так и лежит. То есть она не стягивается, она не садится. Она благодаря тому вот этому способу с закреплением петельки, закреплением витка, вот она вот такой остается. Я вам для сравнения принесла показать предыдущие работы свои. Вот одну из них, вот эту вот кофточку. И вот смотрите, здесь сеточка, да, вот она шита без, просто ниточка обвивалась вокруг предыдущей ниточки обычными витками. И вот эта сетка, особенно после стирки, имеет свойство немножечко как бы
иметь вот такую пластику. Конечно, можно использовать оба варианта сетки в зависимости от того, какой вам вариант больше нужен. Она, я бы не сказала, что она прям сильно садится и сильно стягивается, но она после стирки изделие садится на фигуру более плотно, вот с этим типом сетки. А вот эти вот, которые я шила, то есть вот у вас какое есть по ширине полотно, оно вообще не дает усадки. Ну да, ну вы же помните, это сетка катушечной нитки полиэстер, да, и технология изготовления сетки, ну, немножечко, очень, даже не немножечко, а очень сильно отличается. Вот немножечко вам покажу, как она, в принципе, вот выглядит. И она, знаете, она мягче, она вот как-то пластичнее, мягче. Сама ниточка тонкая, поэтому вот на ощупь она мне больше нравится, чем та, которую я делала в предыдущие разы. Ну, вот я и закончила свою кофточку долгожданную. Вот, давайте посмотрим, что у меня получилось. Полочка, спиночка. Вот спинка, конечно, мне очень нравится. Вот эта вот идея с бабочкой. Надеюсь, я оправдала и свои ваши ожидания. В общем, я очень довольна своей работой. Благодарю вас за поддержку. Благодарю, что всегда были со мной. Благодарю, что смотрите меня, вдохновляете меня дальше продолжать работу. Надеюсь, я вас вдохновила на создание ваших шедевров. Я более чем уверена, что у каждого, кто берется, получится обязательно что-нибудь великолепное, изумительное. Желаю вам всего самого хорошего. До свидания.